Счастливого Хэллоуина! Ожидаются рекордные расходы на конфеты, украшения и костюмы в размере 10 миллиардов долларов. Хэллоуин возвращается в расписание этого года. И все мы хотим фокусов и угощений, больше украшений и новых костюмов для нас и детей, в том числе и для домашних животных. Предполагается, что потребители потратят рекордные 10,14 миллиарда долларов на Хэллоуин в этом году. Согласно данным Национальной Федерации розничной торговли, это больше, чем в прошлом году. 8,5 миллиарда долларов. Когда центры по контролю и профилактике заболеваний предложили большинству воздержаться от игры «Кошелек или жизнь». Предполагается, что средний потребитель потратит 102 доллара на костюмы, конфеты, украшения и поздравительные открытки, что на 10 долларов больше, чем в прошлом году. Согласно ежегодному опросу NRF среди 8061 потребителя, проведенному с 1 по 8 сентября исследовательской фирмой Prosper Insight and Analytics. Большая часть расходов пойдет на костюмы 3,32 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем в прошлом году. Это самый высокий показатель с 2017 года. Тогда потребитель потратил 3,35 миллиарда долларов, говорится в сообщении NRF. Почти столько же, 3,17 миллиардов долларов, будет потрачено на украшения. И 3 миллиарда долларов будут потрачены на конфеты. Американцы планируют потратить больше, чем когда-либо, чтобы сделать этот Хэллоуин незабываемым, заявил президент и генеральный директор NRF Мэтью Шей в своем сообщении. В этом году 2/3 американцев, 65%, планируют отпраздновать Хэллоуин, по сравнению с 58% в 2020 году. Это чуть ниже 68% людей, которые отмечали в 2019 году, сообщает NRF. Семьи с детьми чаще празднуют Хэллоуин, чем семьи без детей. Дома с детьми, скорее всего, потратят больше, около 150 долларов по сравнению с семьями без детей, которые потратят 74 доллара. Любимые способы празднования включают в себя раздачу конфет любителям игры «Кошелек или жизнь», украшение дома, ношение костюмов, вырезание тыквы, проведение или посещение вечеринки. Всего 25%. Если вы или ваши дети еще не выбрали костюм, 69% уже выбрали, то вот костюмы, на которые мы, скорее всего, вдоволь насмотримся на Хэллоуин. Человек-паук, более 1,8 миллиона детей планируют стать пауком. И Бэтмен, более 1,2 миллиона хотят быть темным рыцарем. Любимые костюмы взрослых традиционные, такие как ведьма 4,6 миллиона, вампир 1,6 миллиона, призрак 1,4 миллиона, кошка 1,1 миллиона и пират 1,1 миллиона. Костюмы делают не только для людей. Около 20% опрошенных заявили, что планируют нарядить своего питомца на Хэллоуин. Молодежь с большей вероятностью нарядит своих домашних животных. 28% заинтересованных людей в возрасте от 18 до 24 лет и 30% из тех, кто в возрасте от 25 до 34 лет. Нужен костюм для домашнего животного? У Диснея есть большой выбор. В том числе очень симпатичный наряд Эвока из «Звездных войн». Есть много костюмов супергероев для детей. И взрослых тоже.
Готовитесь к большому празднованию Хэллоуина? Тогда не ждите до последней минуты, чтобы купить костюмы, украшения или конфеты. Из-за проблем с поставками, которые бьют по всем видам товаров, потребители покупают товары для Хэллоуина раньше, чем когда-либо. Как показал опрос, 45% планируют совершить покупки в сентябре, а 39% планируют совершить покупки в течение первых 2 недель октября. Нехватка продуктов в сочетании с неудовлетворенным спросом может привести к нехватке товаров и конфет для Хэллоуина, сказал Ники Брэд, вице-президент по инновациям розничной торговли в розничной технологической компании Aptos. В этом году магазины розничной торговли попытались вывести на рынок товары для Хэллоуина раньше, чем обычно, исходя из понимания того, что потребители тоже сдвинули сроки покупок на более ранние, а также из-за образовавшихся пробелов после продаж к началу учебного года, говорит Брэд. Если учесть детей в возрасте до 12 лет, которые потенциально могут получить доступ к вакцинам COVID-19 к концу октября, то НРФ могут на самом деле недооценивать желание людей потратиться.